преддверии сезона летних отпусков давайте поговорим об экзотических заболеваниях, которые наиболее часто привозят наши туристы из зарубежных путешествий. Согласитесь, никому не хочется омрачить свой отдых, окончив его на больничной койке, страдая от трудно поддающейся лечению инфекции. Особенно в свете того, что наши медики с некоторыми заморскими заболеваниями сталкиваются очень редко. А хорошего специалиста по тропическим болезням разыскать сложно даже в столице. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Здравствуйте, мои хорошие! Первое, что приходит на ум, когда говорят об экзотических инфекциях, конечно, смертельно опасная лихорадка Эбола. Однако это далеко не единственная из болезней, которыми рискуют заразиться туристы, предпочитающие заморский отдых. Вирусы, бактерии, паразиты – вот далеко не полный список напастей, притаившихся в ожидании путешественников. Тем не менее, риск заболеть на отдыхе можно существенно снизить, заранее зная врага в лицо. А мы постараемся вам в этом помочь, рассказав, каких болезней нужно опасаться в наиболее популярных туристических уголках планеты. Начиная работу над этим выпуском, мы хотели каждую из самых популярных туристических стран рассмотреть в отдельности. Однако, как оказалось, это непростая задача, которая растянула бы данную тему на несколько видео. По этой причине было принято решение идти от обратного, а именно сегодня мы поговорим о наиболее распространенных и опасных экзотических заболеваниях, указывая регион, в котором существует вероятность ими заразиться. Итак, начнем. Малярия – один из самых распространенных тропических недугов, ежегодно уносящий жизни от 1 до 3 миллионов человек. Малярией можно заразиться в странах Центральной и Южной Америки – Мексика, Бразилия, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Центральной, Южной, Юго-Западной, Юго-Восточной, Восточной Азии, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Кипр, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия и по всему африканскому континенту. Вызывают ее простейшие малярийные плазмодии, наиболее опасным из которых считают плазмодиум фальципарум. Заражение плазмодиями происходит вследствие укуса человека комаром. Распознать малярию можно по следующим симптомам: сильная слабость с головной болью, боли в суставах и мышцах, резкое повышение температуры тела до 40 градусов по Цельсию, обильная потливость. В процессе развития болезни происходит увеличение печени, отек селезенки и нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Защититься от малярии можно, принимая специфические препараты еще до поездки и на протяжении нескольких недель после нее. Немаловажно пользоваться репеллентами и противомоскитными сетками. По вечерам носить закрытую одежду, не отклоняться от классических туристических маршрутов. Следующий недуг, о котором хочется поговорить отдельно, вызывается кровяными сосальщиками-трематодами – шистосомоз. Привести его можно, путешествуя по странам Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Азии, Китая, а также Индонезии и Филиппин. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно лечение от шистосомоза требуется более 200 миллионам человек. Трематоды обитают в пресных водоемах. Заражение этими паразитами происходит при употреблении воды или в момент прямого контакта личинок с кожей человека. Проникнув в организм, шистосомы претерпевают ряд трансформаций, превращаясь во взрослых червей, которые живут в кровеносных сосудах и откладывают яйца. Далее яйца выходят из организма человека с фекалиями или мочой. Некоторая часть яиц остается в тканях, вызывая иммунную реакцию и поражение органов. Проявления патологии начинаются с дерматита в месте внедрения паразита, переходя затем в лихорадку с сыпью и интоксикацией, поражением кишечника и мочеполовой системы. Личинки паразита могут приводить к эмболии в области вен легких, печени и сердца. Основная профилактика шистосомоза – полный отказ от прямого контакта с водой из озер и рек, употребление в питье только кипяченой или бутилированной воды. Следующая группа опасных заморских заболеваний – это амебиазы, развивающиеся при заражении одноклеточным паразитом амебой.
Амебы внедряются в ткань кишечника человека. Это сопровождается воспалением и формированием язв. В некоторых случаях амебы способны проникать через стенку кишечника в кровеносные сосуды, провоцируя появление язв и распространяясь током крови в другие органы, например, печень или головной мозг. Основные симптомы амебиаза схожи с симптомами отравления. Боли в нижних отделах живота, диарея, рвота, слабость, невысокая температура. Чаще всего паразит попадает в организм с загрязненными овощами или водой. Место обитания амеб – Южная Америка, Индия и большинство стран, где превалирует влажный жаркий климат. Для справки, в 2017 году было зафиксировано много случаев заражения амебиазом туристов, отдыхавших не в далекой Южной Америке, а в ближней и любимой многими Турции. Защититься от данного заболевания можно, соблюдая правила гигиены. Находясь на отдыхе, пейте только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи подвергайте тщательной очистке. Следующее заболевание, которым можно заразиться после укуса комара в тропических странах, является лихорадка Денге. Вероятность заразиться этой лихорадкой высока все в тех же странах Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки, а также Монголии, Японии, Китае, странах Карибского бассейна, включая Кубу, Океании, Австралии и Новой Зеландии. Вызывает лихорадку Денге амеба, проникающая в кровь человека со слюной комара. Классическая форма болезни вызывает тахикардию, повышение температуры до 39-40 градусов, сильную боль в мышцах и суставах, головокружение и тошноту. Через 3 дня температура падает. Лихорадочное сердцебиение уступает место брадикардии. Частота сердечных сокращений уменьшается до 40 ударов в минуту. Состояние больного начинает улучшаться, но через 2-3 дня лихорадка возвращается. В первую или вторую волну лихорадки на теле появляется сыпь, которая может напоминать крапивницу или мелкие кровоизлияния. Если до этого момента не началось оказание медицинской помощи, происходит дальнейшее развитие болезни, вызывающее острые воспалительные явления в том органе, где накапливается наибольшая концентрация амеб – энцефалит, паротит, отит, менингит. Уже на 3-5 день больной может впасть в кому. Смертность от лихорадки Денге составляет порядка 5% от общего числа заболевших. Вообще, с укусом кровососущих насекомых, в частности комаров, в тропических странах можно заразиться достаточно большим количеством заболеваний. Лишманиоз, бругеоз, желтая лихорадка, вирус Зика, лихорадка западного Нила и так далее. Но основным и, пожалуй, единственным способом защиты от них является все та же профилактика укусов. Гельминтозы – еще одна группа опасных заболеваний, вызываемых червями-гельминтами. Перечень червей, паразитов человека, включает более 400 видов гельминтов. Только 30 из этих видов обитают в России, остальные за ее пределами. Паразиты могут проникать в организм человека различными путями: через воду и пищу, при укусе насекомого, непосредственно через кожу. О 2 видах гельминтов – трематодах и шистосомах – мы уже поговорили с вами выше. Еще среди гельминтозов, которыми наиболее часто заражаются наши туристы в экваториальной и тропической зонах, отдельно хочется выделить дронкулез, анихоциркоз, дирофилариоз, анкилостомоз. Яйца личинок и даже взрослые особи этих гельминтов в человеческий организм могут попасть через воду или пищу, при укусе насекомого, непосредственно через кожу и естественные отверстия. Нередки случаи, когда на тропических пляжах личинки паразита проникают под кожу отдыхающего через обнаженную стопу. Находиться гельминты в человеке могут в различных органах, чаще всего в кишечнике или под кожей. Но особо тяжелые поражения, когда гельминты проникают в легкие, печень, почки, сердце, головной мозг. Основные симптомы заражения гельминтами – лихорадка, высыпание на коже, конъюнктивит, отечность лица, поражение верхних дыхательных путей, образование инфильтратов в легких, аллергические реакции, общая слабость, повышенная раздражительность. Профилактика – единственное средство защиты от гельминтов.
Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу сырое мясо и морепродукты, соблюдать санитарный режим, не ходить по пляжу без тапочек и не лежать на песке без подстилки, не купаться в непроверенных местах, избегать укусов насекомых. А теперь давайте подведем итог сегодняшнего разговора, выведя идеальную формулу безопасного отдыха. Не экономьте на медицинской страховке. Иногда тянуть до возвращения домой смертельно опасно, а визит к местному врачу без страховки может основательно ударить по кошельку. Кроме того, врачи в стране пребывания хорошо разбираются в местных болезнях, даже если выглядят непривычно для вас и не знают русского языка. Перед тем, как отправляться в путешествие, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Если он предложит вам пройти вакцинацию, не отказывайтесь. Постарайтесь не вступать в контакт с местной фауной. Животные часто становятся переносчиками опасных заболеваний. Не оставляйте на видных местах в гостинице зубную щетку и мочалку. Избегайте купания в пресных водоемах, особенно стоячих. Огромное количество инфекций и паразитов обитает именно в пресной воде. На пляже, даже если он закрыт от посторонних, ходите по песку только в специальной пляжной закрытой обуви. Для отдыха используйте лежаки, шезлонги или, как минимум, плотную подстилку. Не увлекайтесь местной аутентичной кухней. Помимо перечисленных заболеваний, не стоит забывать, что в экзотических странах широко распространены кишечные инфекции, от дизентерии и брюшного тифа до гепатита и холеры. Любая пища, купленная на улице или в сомнительной забегаловке, может стать источником инфекции. Пейте только бутилированную и кипяченую воду. Избегайте также напитков со льдом. Для его приготовления зачастую используют некипяченую воду. Следите за тем, чтобы в вашем номере были закрыты сетками окна. Запаситесь репеллентами, чтобы избежать атаки кровососущих насекомых. Опасно также сушить одежду на открытом балконе. Некоторые насекомые могут откладывать на влажные вещи яйца. Вылупившиеся из них личинки проникают через кожу в организм, что приводит к неприятным последствиям. Не злоупотребляйте алкоголем, и не только потому, что он снижает кислотность желудочного сока и облегчает проникновение в организм желудочно-кишечных инфекций. Спиртное заставляет утратить бдительность и усиливает тягу к бесшабашному легкомыслию, когда море становится по колено. После возвращения обязательно в первые 2 недели нужно следить за самочувствием. Если вы заметили у себя тревожные симптомы, головную боль, повышение температуры, нарушение стула, слабость, непонятные высыпания на коже, незамедлительно пройдите обследование и сдайте анализы. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!